Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Знаете ли вы свою будущую жену? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ребят, мне показывает, что в вашей жизни, знаете, вот было сначала вроде бы все классно, шикарно, пока не произошло предательство в вашей жизни. Мы не будем сильно глубоко рассматривать эти вопросы, дабы не бередить ваши раны, да. Но здесь очень четко показана измена, это предательство вашей женщины. Причем кто-то из вас до сих пор, может быть, даже находится, ну, знаете, вот в каком-то таком... Ну, не то чтобы в кошмарном состоянии, а вот ну, с ужасом вспоминаете вообще, что с вами произошло и как очень круто и очень нехорошо с вами поступила женщина и вообще поступила с вами злодейка судьба в этом плане. Вы человек, который, ну, довольно можете быть резкий, да, вот в каких-то своих высказываниях. Вы можете с легкостью поставить обидчика на место. Вы человек продуманный, особенно после того, как вас уже не раз испытывала та же самая злодейка судьба, да, потому что здесь могут быть и не один раз вот такие вот некрасивые истории с женщинами, у кого-то это может быть и 2, и 3, там развода, разрыва, у кого-то проиграется, что помимо женщины еще были другие предательства, там от друзей, может быть от родственников, у каждого это по-своему проиграется, помним про общий расклад. Поэтому, знаете, вот вас как будто вот готовили, да, вот готовили, вот испытывали вас, испытывали вот там, ну, свыше, на небесах, да. Поэтому вас уже очень тяжело чем-то удивить, очень тяжело добиться вашего расположения, потому что вы, ну, такой реально уже закаленный в боях товарищ. Знаете, вы, в принципе, вы трудоголик. Вы не боитесь работы абсолютно. У многих из вас, ну, реально золотые руки. Вы много чего умеете, вот именно руками, там, мастерить, может быть, именно вот какие-то ремонтные работы. Ну, чисто вот мужское направление, да. Ну, о таких мужчинах часто говорят, что мужчина с золотыми руками. Напишите, кстати, ребят, вот кто из вас, давайте сейчас снова сделаем маленький такой опрос. Умеете ли вы действительно вот все по дому, там, мастерить, ремонтировать, не знаю, там, дом построить? Вот напишите, что вы умеете. Только каждый пишите, ребят. Не забываем, что чем больше комментариев, чем больше лайков, тем лучше продвигается и видео, и канал. Поэтому вы же у меня помощнички, правда? Далее, я вам скажу, что вы такой товарищ, который любит... Знаете, бывают моменты, что вы любите играть на публику, но вы это делаете специально, это бывает нечасто, но с определенной какой-то целью. Вы умеете и себя показать, и в то же время вот обставить так все обстоятельства, что можете и наладить контакты, вы можете вот как-то, вот знаете, именно сманипулировать в свою пользу. Но это скорее касается вот деятельности. Это может быть по работе, вот такие вот маневры ваши, да, вот вы хороший дипломат, вы умеете разговаривать, вы умеете договариваться, ну то есть однозначно своего вы добьетесь. У кого-то может проиграться, что вы и сейчас, вот знаете, как же это назвать? Ну, на волне, да, на современной волне вот живете. То есть вы можете одеваться вот по моде, да, может быть, даже вам и возраст уже как бы, ну так, выше среднего, но возраст вам как бы не соперник, не противник, неважно, сколько вам лет, вы будете и более молодежно одеваться, вы будете как-то, вот знаете, вот именно тусить, вот по-молодежному, да, вот несмотря на какие-то, может быть, свои годы. Есть у вас такой момент, что вы можете быть и в кругу внимания, вы любите быть в кругу внимания, особенно если это хорошая такая компания, когда там свои люди, вы можете и пошутить, побалагурить, ну такой весельчак вы.
Я вам еще скажу, что, знаете, у кого-то из вас может проиграться, что у вас есть, ну, может быть, это хобби, да, которое связано скорее с каким-то творчеством. Может быть, кто-то умеет рисовать, я не знаю, там лепка, там все, что музыкой, может быть, кто-то занимался, либо же и сейчас на досуге может сесть, там может, ну, если это пианино, допустим, можете поиграть просто для души, либо же порисовать для души. Опять же, у каждого это будет по-своему, но у кого-то однозначно из вас есть и творческие способности, и творческие такие вот хобби, назовем их так. Я вам скажу еще, знаете, ребят, у кого-то из вас опять же проиграется, говорю так, потому что общий расклад, ребят, не обессудьте. Смотрите, ночью могут сниться кошмары, либо же можете просыпаться в ужасе от каких-то вот, ну, неприятных снов реально. Знаете, это ситуация, когда вы, может быть, вот утром, либо среди ночи просыпаетесь в холодном поту. Но это реально часто, когда вот что-то неприятное, либо же кошмары, ну, что-то такое. Порой бывает, вот знаете, это не одноразово даже. Далее, я не вижу возле вас, вот судя по раскладу, я не вижу женщины, которая бы смогла по-настоящему зацепить ваше сердце. О чем это говорит? Я понимаю, что это общий расклад, да, но это говорит о том, что даже если у вас есть какие-то отношения, даже, может быть, кто-то и живет в отношениях, ну, в семье, в отношениях, да, у кого как, у кого-то гражданский брак, может быть. Это говорит о том, что любви между вами нет. Это говорит о том, что, возможно, у вас токсичные отношения. У кого-то, даже если это новые, да, вот новые совсем отношения, это говорит о том, что, ну, сердечко еще не зацепило, да, это может быть симпатия, это может быть интим, но сказать, что вы глубоко влюбленный человек, ну, я точно сейчас не могу. Напишите, у кого как резонирует, ребят, вот вы в токсичных отношениях, либо же вы просто встречаетесь. Вот очень интересно всегда читать ваши комментарии. Итак, давайте будем смотреть, знаете ли вы свою будущую жену. Итак, ух ты, у вас такая женщина будет суперовая, ребят. Смотрите, с этой женщиной у вас будет много общего. Сразу же мне показывают, что она тоже когда-то пережила чем-то похожую на вашу ситуацию. Это, скорее всего, был тоже развод, очень неприятный развод, после которого она, ну, длительный период отходила. Вот как и вы отходили, да, просто мы это более глубоко не рассматривали. Я понимаю, что, ну, не хочется вам слушать про бывшую, да, поэтому я стараюсь так поменьше уж о ней говорить. Прислушиваюсь, да, к вашим пожеланиям, поэтому я так вскользь буду. То есть то, что она переживала подобные вещи, это однозначно. Смотрите далее. Женщина, ну она такая среднего телосложения, не худышечка и не полная. Женщина, которая довольно уверенная в себе, она активная, она ужасно ревнивая. Она хорошо владеет коммуникацией. То есть, знаете, вот с ней очень интересно. Она хороший оратор, но не от слова поорать, да? Поорать мы все умеем, а вот именно коммуницировать. Когда ты выходишь, ты можешь, в принципе, без подготовки лекции читать. Когда поставлена речь, это всегда видно, это заметно. Одно дело, когда человек стоит, бэкает, мэкает, да? А другое, когда вот можно уверенно рассказывать обо всем и ни о чем. То есть с ней всегда интересно. Я, конечно же, скажу, знаете вы ее или нет, но это будет чуть попозже. Это женщина, с которой, ну, точно не соскучишься. Она очень чувственная, она очень такая, знаете, впечатлительная, ранимая. Она живет душой и сердцем. Вот если она выбирает мужчину, то она выбирает исключительно сердцем и душой. Она не из тех, которые будут корыстные, которые папика, спонсора, как угодно называйте. Она не ищет такого вот себе спонсора, нет. Хотя, конечно же, ей бы, как и любой другой женщине, хотелось бы, да, обеспеченного мужчину. И, ребят, вот я вам скажу сейчас, может быть, кому-то это не очень понравится. Ну, все женщины, ну вот все просто,
Конечно же, хотят быть за каменной стеной. Конечно же, все женщины хотят иметь мужчину, который обеспечит и ее, и детей. И я вот вам расскажу буквально вот в двух словах, да, просто кто знает, что я еще психолог, кто не знает, я сейчас говорю. Поэтому у меня периодически такие отступления будут, я знаю, что вы любите вот эти пояснения, советы. Смотрите, любая женщина, когда знакомится с мужчиной, мы обладаем такой безумной фантазией, ребят. Я уже как-то говорила в своем видео, что вот вы прислали смайлик женщине, все, она уже считает, что вот я ему нравлюсь, он в меня влюбился. Женщина после вашего смайлика, либо же какой-то там открыточки с сердечком, она уже вышла мысленно за вас замуж и родила 3 детей. Ну, я утрирую, конечно. Поэтому смотрите. Конечно же, любая женщина, когда знакомится для серьезных отношений с мужчиной, она смотрит на 10 шагов вперед, она смотрит на перспективу. Что мужчина может дать? Сможет он обеспечить вот ее и, может быть, будущих детей? И квартирой, и машина это такое, уже это роскошь, да, машина это, я считаю, не самое главное. Ну, то есть, сможет ли мужчина ее по всем фронтам обеспечить? Это думает любая женщина. Просто не все об этом говорят, не все признаются. Просто чтобы, не спугнуть мужчину, кто-то, чтобы не обидеть мужчину. Вот в таком плане. Поэтому, конечно же, любая и эта женщина, она хотела бы, чтобы рядом был обеспеченный мужчина. Я не говорю миллионер. Ну, то есть нам хочется быть как за каменной стеной во всех отношениях. Смотрите, эта женщина позитивная, вот она очень позитивная со всех сторон, она добрячка, она любит детей, даже к ней вот тянутся чужие дети. Вот бывает, знаете, как придешь в гости, и к тебе бегут чужие, казалось бы, ребятишки, и ты спокойно с ними находишь общий язык. Конечно же, ее любят дети, потому что она светлый человечек. Таких женщин довольно мало, наверное, сейчас можно встретить, очень редко. Но, тем не менее, она хорошая хозяйка, кстати. И даже, возможно, еще проиграется, что у нее тоже есть какие-то творческие, либо способности. Может быть, она тоже рисует, знаете. Вот даже в этом вы можете быть с ней похожи. Вот сейчас немножко вас поинтригую. Ради этой женщины вы будете готовы свернуть горы и помчаться на край света. Эта женщина вас очень сильно, так знаете, зацепит, что вы порой забудете, и сколько вам лет, и что, может быть, вы устали, и где-то там у вас стрельнула поясница, и ноги болят, потому что, когда влюбляешься, ты окрыленный. И вы это знаете, даже, я думаю, каждый это знает, да, мне об этом даже не нужно говорить, когда человек влюбляется, то неведомо откуда берутся силы, неведомо откуда берется энергия, да, и ты хочешь мчаться к любимой женщине. Ради нее вы будете готовы, реально впахивать 24/7, только бы что-то ей дать, чем-то ее порадовать. Я не говорю про золото, бриллианты, я говорю о каких-то, даже пусть мелких подарочках, куда-то сводить, куда-то свозить. Вы это будете хотеть делать сами, потому что влюбитесь по самые уши, ребят. Вот влюбитесь. Верите, не верите, это уже другое дело, это мнение каждого. Но, тем не менее, у вас даже, кстати, с этой женщиной опять-таки реально падает брак. Уже вы будете жить в гражданском браке, либо же вы захотите узаконить отношения. Опять же, вы будете решать это сами. Эту женщину, конечно же, вы не знаете. Это будет совершенно новая женщина. Это такая гостья из будущего. Но это будет подарок судьбы. Знаете, вы, когда начнете с ней отношения, вы будете ужасно переживать, чтобы только она никуда не делась, никто не увел ее. Ваша ревность утроится, наверное. Вы будете до такой степени ее ревновать, вам будут мерещиться везде вот эти вот ухажеры ее, что ли, да. Вот вы будете даже замечать, кто как на нее посмотрел. Кто-то из вас, ребят,
даже могут сцены ревности устраивать. Особо такие ревнивцы, ну, постарайтесь держать свои эмоции в узде, потому что, ну, просто будете приводить к конфликтам, и ни к чему хорошему конфликты не приводят. Поэтому вот как резюме, да, женщина потрясающая, женщина как подарок судьбы, из которой у вас падает брак. Но только не натворите делов, не наломайте дров. Вот именно из-за своей ревности. Все у вас будет хорошо. У вас и туз кубков выпал. Это новая взаимная любовь, ребят. Не забывайте, что это взаимная любовь, и никакая выгода здесь не нужна. Женщина, точно так, как и вы, будет просто искать мужчину для серьезных отношений. Поэтому дерзайте, все у вас будет хорошо, и не забудьте пригласить меня на свадьбу, вы мне обещали. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!